Привет! Привет. Сегодня мы поговорим про наш опыт путешествий по Колумбии, где мы были уже 2 месяца назад, но так и не дошли руки до съемки и монтажа видео, поэтому расскажем, что помним, что запомнилось, и это такой себе фильтр времени на то, что действительно важно, на то, что действительно нас впечатлило. Там мы провели сколько времени? Я не знаю, месяц с половиной? По-моему, 2 месяца. 2 недели в Боготе, 2 недели в Медельине и 3 в Карепе. 7 недель, почти 2 месяца. Я выписал себе несколько тем. Таня не знает, о чем мы сегодня поговорим, поэтому буду задавать тему и спрашивать Таню, что она помнит, что ей понравилось, и я тоже что-то вам расскажу. Мы прилетели в Колумбию из Бразилии, и на фоне Бразилии, Таня, безопаснее ли Колумбия? И вообще, опасна ли Колумбия? Да я не знаю. На фоне Бразилии, по моим ощущениям, Колумбия, если можно так сказать, безопаснее. На самом деле вопрос безопасности до сих пор для меня является секретом. Все относительно. Да, потому что все относительно, и я до сих пор не знаю, в каком виде может быть опасность и откуда ее ожидать, поэтому это очень сложно оценить. Но в целом, по ощущениям, в Колумбии было намного комфортнее вот в вопросах безопасности, нежели было в Бразилии. Да. Да. Ну, по крайней мере, так казалось, потому что было меньше бездомных людей, было меньше грязи на улицах. Да. А Колумбия чище в этом плане. Да, первое мое впечатление, когда мы ехали из аэропорта в такси, было то, что не было ни одного бездомного человека, лежащего рандомно на улице. Было очень много цветов, клумб или деревьев, или кустов. Короче, очень много было зелени и очень было мало мусора. Конечно, со временем мы нашли какие-то особенно грязные улицы, но а где их нет? Правильно? Везде Да. они есть. Да. Короче, мы приехали в Колумбию, я туда так долго хотел попасть, так были рады, и в Медельине меня чуть не ограбили. Нам повезло, в Бразилии ни разу такое не произошло. Об этом случае я уже рассказывал вот в этом видео, или где-то там будет подсказка. Посмотрите, если вам интересно, и будете знать, как избежать подобных ситуаций. Хотел заметить, что Колумбия — это огромная страна. Ты заметила, что масштабы, они просто впечатляют. Расстояние между городами, как мы перемещались. Она огромная. Ну, конечно, Бразилия больше, чем Колумбия. Да, но Понятно. больше, они обе больше, чем Украина. Но они обе больше, чем Украина. Как мы перемещались? По-моему, мы вообще летели с самолетом, а именно из Боготы мы летели в Медельин, Да. из Медельина мы летели в Кареп. Наоборот, нет. с Карепы мы летели назад в Боготу, Да. возвращаясь. Это все можно проехать на автобусе, но в то время как самолет занимает около 40 минут, автобус занимает 8-9 часов с Боготы в Медельин. С Медельина в Карепу мы ехали часов 10. Про размеры, где ты написал себе даже. Да. М, Внизу, вверху, в самом начале. Да. Вот. Площадь Колумбии больше 1 миллиона квадратных километров. Это почти в 2 раза больше Украины. И Украина, как мы знаем, самая большая страна Европы. Здесь будут люди спорить, но неважно. Так что она действительно огромная, и в этом ее плюс. Пускай перемещаться не всегда легко, но зато есть так много мест, в которые можно попасть, и много интересного увидеть. Что по климату, Таня? По климату. Да. Ой, очень интересный климат там. Очень интересный тем, что он меняется в зависимости, конечно же, от локации. Это, наверное, логично и понятно, но поскольку Богота находится на высоте, я не помню, какой ты помнишь, Больше 2000 метров. больше 2000 метров, потому там, соответственно, абсолютно другая погода. У них там... По всей Колумбии нет сезона, потому что да. она возле экватора, Ну да, и там... окей. Я к тому, что в Боготе стабильно прохладная, дождливая, лондонская погода, которая особо не меняется никак. То есть там довольно тепло. Я думаю, средняя температура это градусов 19-20. Да. И светит солнышко, но иногда идут дожди, но короткие. И это безумно приятная температура для прогулок, для занятий спортом. Очень много людей там занимаются спортом. Да, потому в Колумбии, Поэтому в Боготе очень приятно находиться. Потому в Особенно летом, когда в Европе плюс 40, и мы себе просто... особенно европейским летом. Пока все умирают от жиры в Европе, в Боготе можно приятно существовать и наслаждаться жизнью, прохладной жизнью. Но когда мы
после Боготы полетели в Медельин, Полетели в Медельин, да. то какая была там Вообще температура? Медельин — это город с очень приятной репутацией в плане климата. Погода там не меняется. Называют этот город городом вечной весны, потому что погода там всегда классная, всегда приятная. Но, мне кажется, было иногда просто жарковато даже. Иногда было, да. Жарковато. В Карепе было жарко. В Карепе было ужасно жарко. Невозможно было иногда просто сидеть. И у нас были моменты, когда мы просто сидели, и мы работали за ноутбуком, за компьютером, но не делали никаких физических усилий. И нам уже было жарко, и уже шел пот. Это было ужасно. У нас был только вентилятор, не было никаких кондиционеров. Потому мы раз 3-4 за день ходили в душ. Короче, когда надо Холодный было... душ. Когда надо было как бы освежиться, мы тогда и шли в душ. И горячей воды у нас, конечно же, не было, она там не нужна. И мы таким довольно прохладным душем Да. освежались. Да, освежались, именно это слово. И это не самое жаркое место. Потом нам посоветовали волонтерство на самом севере страны. Мы посмотрели, какая там погода, и мы решили, что, ой, нет, лучше туда не ехать, реально. Плюс 38, а чувствуется как 45, я думаю. Да, то есть иногда кажется, что, допустим, у нас в Украине тоже довольно жарко, и так сложно ходить, и все такое, но это не та жара. Вот всегда, мне кажется, в каждой стране разная жара. Может быть, холод и прохлада одинаковые. Я не заметила разницы в Боготе, когда мы были между там киевской осенью, да, но жара, вот то есть там ходить под солнцем в Карепе было просто невозможно днем. Ты просто не можешь выйти на солнце. Ну, я думаю, люди понимают. Везде было жарко этим летом, поэтому Ну да. мы понимаем, что вы чувствовали, хоть даже на 3 недели. Один интересный нюанс, когда вы будете в Колумбии, знаете, что Uber там, я не знаю, что там вообще происходит с этим Uber, но он вроде не запрещен, но он и не разрешен. Поэтому, когда вызываете Uber, садитесь на переднее сиденье и надейтесь, что не будет никаких проблем. Потому что есть некое противостояние между обычными водителями, вернее, между водителями обычного такси и водителями Uber. Вот. Потому иногда водители обычного такси могут даже напасть на машины. Не скажу, что на людей, я не знаю об этом, но на машины могут начать их толкать, бить. Да. Машины водителей Uber. Потому что, по сути, водители Uber отнимают хлеб у водителей обычных такси. Именно. И полиция поддерживает именно водителей обычного такси. Так что полиция не на вашей стороне. Много полиции и армии на улице. Наверное, в Боготе было, да. Было очень много. В Карепе даже была армия на улице. Какой-то праздничный день. Просто Правда? армия. Там люди с автоматами огромными. Я думал, что там было много армии, но сейчас в Мексике я понимаю, что это было немного армии. Так что упустим этот. Не будем акцентировать внимание на этом моменте. Ну, в Боготе реально очень много полицейских. Они постоянно ездят на всем, на машинах, Да. на мотоциклах. Они останавливают людей, могут спросить документы. То есть это прям нормально. Да, могут спросить документы. То есть каждый колумбиец должен иметь при себе какой-то ID, Туристы не обязаны носить с собой паспорт, наверное. но нам так сказал Хуан. Нам сказал Хуан нам сказал, что маску можно не носить. Так что я бы не Ну, в доверял общем, Хуану. информацию про обязательство носить паспорт лучше проверить, она может меняться. Колумбия была нашей второй страной в Латинской Америке, после Бразилии. И я думаю, вот... Бразилия — это Латинская Америка? Да, это Латинская Америка. Они не говорят по-испански? Это Латинская Америка. Они говорят на языке, который походит от латинского, поэтому fun fact. Занимательные факты, Виталия. Да. Бразилия — это Латинская Америка. Вот. После Колумбии поехали в Коста-Рику и Мексику, и я думаю, только сейчас мы начали замечать какую-то разницу между странами, и хотелось бы сказать, что в Колумбии, это особенностью Колумбии, будет громкая музыка и громкие люди. Что думаешь? Согласна ли ты? Да, на протяжении всего нашего пребывания в любом городе Колумбии, где бы мы ни останавливались, всегда из окон я слышала играющую музыку в ресторанах или просто у людей, то есть играет музыка у них в телефонах, в метро, в общественном транспорте, в общественных местах, просто в телефонах они ее слушают на очень громко слушают в телефонах.
И также во всех заведениях все люди, которые продают что-либо, привлекают внимание музыкой. Это было и в Богате, и в Медельине. В Медельине особенно любимый нюанс, какой бы классно ни была у нас квартира или дом, когда мы арендуем, в Медельине мы не могли спать, и это без преувеличения, потому что там была очень оживленная улица, и там постоянно ездили грузовики, машины, ну ладно, легковые машины не делали столько шума, но но мотоциклы... Мотоциклы — это отдельная история. Их очень много. Это ужас. Их очень много. В Бразилии, в Колумбии. Да. То есть можно выделить сначала громкую музыку, громких людей и то, что они слушают соцсети свои без наушников. И для них это вообще окей. То есть в самолете, в метро, в автобусе. Все равно. Помнишь, как ты жаловалась, когда мы ехали в ОТП? Да, там играл, я не знаю, какой-то испанский рэп или что. Ну, типа, я не хочу это слушать, зачем мне? Да. Что объединяет еще, Бразилию, Колумбию, это очень много мотоциклов, они очень громкие. Да. Все, что нужно знать. В Мексике уже потише. Что значит громкие люди? Громкие люди — это значит, когда они реально громкие, то есть мы можем разговаривать вот так, просто нормальным тоном, но они прямо очень эмоционально, все, да. То есть иногда, когда я разговаривала с кем-то из местных людей так, как я говорю обычно, меня иногда просто не слышали, наверное, потому что у них просто не получается слышать тише. И иногда, когда мы ездили с ними в машине, с нашими там хостами, я не понимала, то ли они музыку громко включают, чтобы слушать музыку, пока они кричат, то ли они кричат из-за громкой музыки, потому что и музыка кричит, и люди, разговаривая, кричат. И ты такой: а можно потише, пожалуйста? Да, и однажды я спросил, почему вы слушаете громко музыку, и потом говорите так громко, то есть просто убавьте мощности, говорите потише. Да. Они такие, типа, что? О В чем смысле ты говоришь громко? вообще? В смысле, Так какая нормально. музыка ваша? Мы не слышим музыку. Они, то есть, да, они как-то вообще не замечают играющей музыки, реально громко играющей. У меня иногда, то есть, кружилась голова, потому что реально, слишком невозможно эти децибелы выдержать. Громко. И еще они очень любят музыку, это уже понятно. В барах чем громче, тем лучше. Даже если два соседних бара. Перекрикивают друг друга. Да, они так перекрикивают друг друга именно. У кого громче музыка, тот круче. Мы раз поехали уже без Тани, Тани, по-моему, голова болела. Поехали в бар. Мы нашли самый тихий бар, и это было громко. Это было сложно. Я думаю, из-за того, что они так много слушают громкой музыки, они еще много поют. Они почти просто знают все песни мира. Я даже не знаю, есть ли у нас столько песен, чтобы мы могли их так просто включаешь, 200 песен, любая, ты знаешь слова, и они поют. Да, у нас такого нет. У нас такого нет. Ну, может быть, потому что они слушают только испаноязычные песни, то есть... Их много. Их много, ладно, но я тоже это анализировала. У нас в Украине нет такого, что мы слушаем только наши песни или там, не знаю, англоязычные. То есть, я думаю, у нас какой-то микс всего вообще, что популярно, то и как-то мы и слушаем. Короче, все. Иногда даже может быть какая-то там азиатская музыка. Кей-поп. Да, то есть... Можно услышать, что хочешь на улице. Что хочешь, можно услышать. Но вот в Мы не слышали много Колумбии европейской музыки, может, я один раз в такси услышала какую-то дуалипу, и все. То есть, а так в основном это испаноязычная музыка, может, потому они все песни знают, потому что это их музыка, там есть что послушать. Да, очень душевная, классная музыка. Что же, хотел еще сказать, что когда мы поехали в Карепу, мы открыли для себя другую сторону Колумбии, такую, не знаю, как сказать, тихую, отдаленную Колумбию, где очень много бананов. В жизни не ели столько бананов, жареных, вареных, сырые. Ну да. Еще есть платано, есть банан обычный, который на испанском с Испании просто наоборот. Платано на европейском испанском — это банан. А платано в Латинской Америке — это большой банан, который твердый, зеленый, который ты можешь жарить. Тут банан, что обычный банан, это банана. Ну, в общем, они называют по-разному виды бананов. Да. Все. И еще что я заметил, что в Карепе, я думаю, как и во всех маленьких городах Колумбии, все было очень так чильно, easygoing, спокойно. Но мне показалось, что это было немножко неорганизовано, потому что все могло просто поменяться из-за того, что пошел дождь, затопило какой-то поселок, все отменяется. Просто. Так это не неорганизованно, это
обстоятельства, на которые наши хосты никак не могут повлиять. Все было очень разным. Это и было интересно, это было увлекательно. Ну, А отсутствие интернета нет. господи, Таня со своим интернетом. Ты знала, куда ехала? Я не знала. Знала. Я не знала. Они говорили, что у них нормальный интернет. Ну, несколько раз пропал интернет. Извините, ученики Тани, что ее не было на занятиях. 3 штуки. Когда я говорю неорганизованные, может, я не совсем четко сейчас формулирую свою мысль. Не имею в виду, что кто-то должен все организовать вместо меня. Нет, но... Хотелось бы. Нет, но... Когда ты планируешь свою деятельность в Google календаре с точностью до часа, и тебе говорят, что вот сегодня все отменяется, завтра так вот, к этому нужно привыкнуть. Поэтому если вы бизнесмен с Европы, с Германии, с колумбийцами, вам не понравится. Я не хочу никого обидеть, это все менталитет, разница менталитетов. Люди там классные, очень добрые, очень приятные. Твой итог и мой итог. Итог. Почему стоит приехать в Колумбию? Наверное, каждый имеет свои какие-то ответы на этот вопрос и свои представления, ожидания от этой страны, но побывав там, уже сейчас я могу сформулировать какое-то там свое видение. Так вот, приехать в Колумбию можно за невероятно добродушными и всегда радостными людьми. В каких ситуациях бы они ни были, это всегда очень мощный заряд позитива. Я не знаю, как у них это получается. Они очень энергичные, и вместе с ними ты становишься энергичным. И мне кажется, они благоприятно влияют на людей вот другого менталитета. У меня другие привычки, другие повадки, другой характер, но и мне было сложно иногда. Но они все очень, как, не знаю, люди-праздник. Всегда они... Карнавал. Ради людей, ради невероятной красоты природы, потому что, как ты сказал раньше, там есть джунгли, в которые мы не попали, но частично мы видели эту природу. За удивительными пейзажами можно туда приехать однозначно. Я уверена, что любого человека, кто видел там много чего, любого человека природа колумбийская сможет удивить. И вот третье, наверное, я выделю, это как-то испанский / культура и традиции. В том плане это что-то для меня одно, целостное, испанский, культура колумбийцев и их традиции, потому что когда вот ты находишься там и впитываешь всю эту атмосферу, и ты становишься частью, вот как говорят у нас, вайба этого колумбийского, ты понимаешь, что это что-то очень уникальное и очень неповторимое, такого больше нигде нет, и тебе хочется узнать больше, прочувствовать больше все традиции, историю. Итог от Виталия. Колумбия — это огромная страна. Это не только Пабло Эскобар, это не только проблемы с законом, наркотиками. Это разнообразие людей, культур, еды, всего-всего-всего. Еды, да. Очень вкусная, дешевая еда. Может посоперничать с мексиканской, думаю. Подытоживающим советом было бы не планировать посетить Колумбию за неделю, 2. Я уверен, что у вас просто не хватит времени увидеть все, даже часть, крошечную часть за месяц даже. То есть вам захочется там остаться, и делайте это. Очень много мест, которые мы не посетили, хотя пробыли там достаточно долгий период времени. Езжайте в Колумбию, но подучите испанский обязательно. Это совет для случая, если вы захотите поехать в любую страну Латинской Америки. Я думаю, конечно, в Коста-Рике не было проблем с английским. Там говорят на английском, да. Approved. Спасибо всем. Спасибо за просмотр. Надеемся, что было полезно. Все видео из Колумбии можете посмотреть вот где-то в этом плейлисте. Надеюсь, что вам понравилось, было интересно. Спасибо.